Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. Что мы имеем? Т-72 в 35 масштабе. 4 производителя. Трубач, Менг, Звезда, Амусинг, Хобби. У трубача собрал 7 коробок, 9 еще существует. Беру один. Первый попавшийся, который мне понравился. У Менга один существует, один и беру. У Звезды модификация АБ беру, ну, допустим, Б. И у Амусинга Хобби 2 коробки у меня есть, 2 еще существуют. Это не важно на самом деле. Беру Урал. И переходим к этому столу. Начну с родной российской Звезды Т-72 модификации Б. Год выпуска набора, ну, коробки конкретно, 2019. То есть в 2019 году поменялся дизайн коробки. Внутри пластик фирмы Dragon. Год выпуска, ну, где-то 90-е годы прошлого века. Да-да, модель древняя. Стоимость набора 1490 рублей. 304 детали в наборе. Какая же комплектация? Пластиковые детали. Инструкция. И декаль тоже существует. Ванна корпуса перед вами, и она выполнена в одну деталь. В модели отсутствует какой-либо интерьер, и подвеска не рабочая. Детализация экстерьера минимизирована, ну, довольно слабая. Следующий литник. Верхняя часть корпуса, ствол орудия. Фигурка танкиста. По моему мнению, что данную модель конкретно в этом году можно использовать для получения какого-то опыта в сборке, ну или в качестве кошки. Так как цена в 1490 рублей это самая низкая цена из всех представленных в ролике Т-72. Ствол пулемета не рассверлен. Ствол орудия простой, вернее выполнен довольно просто, отлит 2 частями и располовинен. Зато есть фигурка танкиста. Он в шлемофоне и страшного вида. Нет, скажу по-другому, с угрожающим видом лица. Руки и ноги отлиты отдельно. Следующий литник с деталями корпуса, юбкой, бревном, тросом. На деталях присутствует облой. Небольшой и не страшный, но он есть. Эхо времени. Трос пластиковый и требует замены. Желает быть замененным. Маска орудия состоит из 2 частей. Будет шов, его нужно будет убирать. Вот бревно неплохое, выполнено целиком, что радует, и есть имитация дерева. Литник с башней танка. Ну, для 1990 года башня отработана совсем неплохо. Для 2023 года троеточие. 2 одинаковых литника с катками, звездами, топливными баками, коушами. Катки с ярко выраженными бандажами. Ну и на этом для них конец истории. Коуши пластиковые, как и трос был. Топливная бочка располовинена. Здесь это не страшно, только руки и время. 2 одинаковых литника с ДЗ, динамической защитой. Контейнеры выполнены и поштучно, и попарно, и блоками.
Два литника с траками. Траки пластиковые и полунаборные. Траки, честно говоря, очень упрощенные. Сделаны в основном лентами и уважения не вызывают. Меня точно не вызывают. Могу, конечно, ошибаться. На этом же литнике присутствуют и тучи. Система запуска дымовых гранат. Декаль на один вариант окраски. Кроме цифр нет ничего. Здесь нам нужны только 312, бортовой номер, указанный в схеме окраски. Инструкция черно-белая, с описанием прототипа. И эта инструкция самая слабая из всех представленных наборов. Есть, естественно, конечно же, есть шаги сборки. И на этом все. Схема окраски модели и нанесения декалей расположена здесь же. Она черно-белая. Танк показан только с одного ракурса. И по звезде закончил. Перехожу к следующему производителю, фирма Менг. Т-72 модификации Б3. Год выпуска модели 2016. Стоимость модели 5205 рублей. И да, в превьюшке я вас немного обманул. У Менга существует еще модификация B1 и B3M. Что содержит набор? Пластиковые детали. Наборные пластиковые траки, резиновые подушки для них. Декаль, фототравление, трос металлический, шаблон для покраски катков. Инструкция для сборки. И цветная схема окраски и нанесения декалей. Ванна корпуса перед вами. Детализация даже ванны корпуса разительно отличается от первого героя этого ролика. И отличается она в лучшую сторону. В модели, так же как и у звезды, нет интерьера. Но зато есть торсионы. И места для них, соответственно. А есть торсионы, есть и рабочая подвеска. Верхняя часть корпуса. Решетки в наборе есть фототравленые. Башня танка. Литник с топливными бочками. Бочка располовинена. В наборе их аж 3 штуки. Нам нужно 2. Дно и верх отлиты отдельными деталями. Литник с основанием башни и динамической защитой. 3 одинаковых литника с торсионами и катками. На бандажах есть насечки. Катки чудесные, четкие прям катки. Про торсионы говорил, что они имеются, и говорил, что подвеска модели рабочая. На этом же литнике живут и тучи. Временно здесь живут. А вот коуши на данном литнике. Трос в наборе металлический. Крышки люков.
Дальше я буду останавливаться на более интересных вещах на модели, так как деталей и наборов много, а времени мало. На данном литнике детали корпуса, катки, отдельные пластиковые звенья траков. Тонкие детали отлиты просто безупречно. Следующий литник. На нем ствол орудия, который состоит не из одной части. Маска орудия отлита двумя частями. Но есть одно но. Есть еще и резиновый литник. И вместе с проводкой здесь есть и резиновая маска. Волшебство. Ну и проводочка, соответственно. На данном литнике у нас звезды. Здесь бревно. Оно отлито единой деталью, с прекрасно проработанной имитацией дерева. И даже трещина имеется. На этом литнике еще присутствуют части ствола и детали корпуса. Юбка с самой нужной волнистостью. Семь литников с траками. Траки наборные. Гребни живут отдельной жизнью. Также отдельной жизнью живут и резиновые подушки для траков. Приятно, что имеется и кондуктор для сборки траков. Литник с прозрачными деталями. Пулемет имеет свою индивидуальную защитную рамку. Ствол рассверлен. По данному приспособлению нужна ваша помощь. Help, help. Резиновые втулки. Шаблон для окрашивания катков. Плата фототравления. Решетки здесь. Декаль на 5 вариантов окраски. Инструкция черно-белая, сделана в виде книжечки. Есть перевод на русский язык. Подробнейшие шаги сборки. Содержимое набора в конце. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. Первый из 5 вариантов — это Россия, 2014 год. Второй — парадный, Санкт-Петербург, 2015 год. Третий — ВС Украины, 2014 год. Четвертый — танковый биатлон, 2015 год.
И пятый, он же заключительный, выставка вооружений Нижний Тагил 2015 год. И таблица цветов здесь же присутствует. По Менгу все. Переходим к следующему производителю. Фирма Трубач. У Трубача я насчитал аж 15 модификаций Т-72. Мой случайный выбор пал на модификацию А 1985 года. Стоимость набора 3567 рублей. Год выпуска 2019. Набор содержит пластиковые детали, наборные пластиковые траки, инструкция и схема окраски модели. Трос, шланги, втулки. Резиновый литник, назову его так. Декаль и платы фототравления. Модель не содержит интерьер и не предполагает рабочую подвеску. Торсионы отсутствуют. Но экстерьер очень и очень хорош. Башня танка выглядит именно так. Часть верхней части корпуса танка. Как-то смешно сказал. В наборе несколько вариантов для разных модификаций. А деталей в наборе, ну прям безумное количество, а точнее 1900 штук. Надгусечные полки отлиты отдельными деталями. Основание башни. Пулемет имеет рассверленный ствол. Звезды. Решетки есть фототравленные. Ну, есть в комплекте, я имею в виду. На этом литнике динамическая защита сделана одним блоком. Литник с деталями корпуса, деталями ходовой части. Дымовые гранаты «Туча». Четыре одинаковых литника с динамической защитой. Здесь каждый контейнер отлит отдельной деталью. Готовьтесь заниматься мозаикой. Литник со стволом орудия. Ствол выполнен двумя частями, двумя располовиненными частями. Четыре одинаковых литника с катками. Катки четкие, с бандажами и насечками на них. Тучи. Коуши троса. Сам трос в наборе металлический.
Еще два одинаковых литника с катками, коучами, звездами, тучами. Две топливных бочки. Бочки выполнены целиком. И даже уже с дном. И на данном литнике есть и защита, как блоком, так и отдельными контейнерами, и тучи. Детали ходовой. Траков 7 литников. Траки наборные и уже отлиты вместе с гребнем. Литник с прозрачными деталями. И еще один с прозрачными. Литник резиновый с бревном и маской орудия. И еще один резиновый имеется, на нем еще две маски. Пластиковые втулки. Резиновый шланг, для проводки, видимо. Проволока. Две одинаковых платы фототравления. И еще две имеются. Декаль на два варианта окраски. Инструкция черно-белая. В виде книжки сделана. Содержимое набора. И много-много-много шагов сборки. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. Вариантов всего два, и примерно они одинаковые. Различаются только бортовые номера 418 и 419. По трубачу все. Перехожу к заключительному производителю. Амусинг Хобби. Т-72 Урал. Год выпуска набора 2022. Стоимость 5198 рублей. Кстати, если у вас возникнет вопрос, почему у названия танка Т-72 заклеена буква Т, то я вам в комментариях отвечу. А если не возникнет, то и не отвечу. В коробке. Пластиковые детали. Пластиковые наборные траки. Фототравление и декаль. Проводка и веревка трос. И инструкция. И в чем же этот набор отличается от других? Да у него колоссальное отличие. Данная модель содержит полный интерьер, вот прям полный. Ванна корпуса, понятное дело, исходя из вышесказанного, позволяет установку торсионов. Ствол пулемета рассверлен. Маска орудия выполнена в одну деталь. И никаких резиновых масок в наборе нет. Жалко здесь, что нет. Юбка превосходна. Верхняя часть корпуса выполнена отдельными деталями. Решетки имеются фототравленные.
3 одинаковых литника с катками, звездами и тучами. Катки отличные. Коуши троса. Вот сам трос подвел, конечно. Он веревкой здесь дан. Литник со стволом орудия и бревном. Ствол орудия располовинен. На бревне есть имитация дерева. На этом литнике есть еще одна маска. И это та маска, которая и нужна. 2 одинаковых литника с торсионами, топливными бочками. Есть полный интерьер, есть и торсионы. Бочка выполнена целиком, только без дна и верха. Они идут отдельно. Башня танка перед вами. А это ее внутренняя часть. Следующий литник, вернее литники, отличаются цветом. Почему? Элементарно. Зеленый цвет пластика — это внешние детали, серые, как этот, детали интерьера. Удобно? Очень удобно. Траки пластиковые, наборные. Пальцы траков на отдельных литниках, на которых есть еще и кондуктор для сборки траков. Литник с прозрачными деталями. Одна плата фототравления. Веревка, трос которой, и проводка. Декаль на 5 вариантов окраски. Инструкция — огромный том, цветная бумага, все дела. Вначале идет 3 варианта окраски. Первый — Советский Союз. Второй — ГДР. Третий — Чехия. А дальше содержимое набора и шаги сборки. И возвращаемся к вариантам окраски. 4-й — Ливия. И 5-й, заключительный — Сирия. Так что, если вы вдруг решили собрать Т-72, то надеюсь, что я помог вам с выбором производителя. А приобрести модели вы можете на нашем сайте it-modelist.ru. А на этом я ненадолго скажу вам до свидания и скажу вам до скорой встречи. Готов ответить, и мне это очень нравится, на ваши комментарии. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.